Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Я хочу с вами поделиться сегодня рецептом пирога очень необычного и интересного. Готовится он с орехом пекан. Получается он карамелизированный в сочетании с нежной и воздушной основой из бисквита. На приготовление данного пирога у вас уйдет буквально 15-20 минут, а дальше дело за духовкой. Обязательно сохраняйте рецепт в заметочке и давайте начнем приготовление. Для начала нам нужно будет измельчить орех пекан. Он у меня довольно крупный, поэтому я его измельчаю на небольшие кусочки. Измельчать его слишком в мелкую пыль не нужно. Достаточно просто порубить его пополам, либо на небольшие кусочки. Когда кусочки чувствуются в пироге, по мне так вкуснее. Орехи у нас готовы. Сейчас нам нужно будет в сотейник выложить сливочное масло. К маслу добавляем коричневый сахар, мед. По желанию также можете добавить корицу. Я считаю, что это прекрасное сочетание. Особенно корица прекрасно звучит в данном пироге. Смешиваем все до однородности на огне чуть ниже среднего. Постоянно помешиваю. Желательно для этой массы брать посуду толстостенную и силиконовую лопаточку. Также все немножко увариваем буквально пару минут, так чтобы сахар растаял и масса у нас получилась однородная. В конце выкладываем изрубленные орехи и также еще обжариваем буквально пару минут. Масса получается очень ароматная, нежная и красивая. Это у нас будет основа для бисквита. Мы его сейчас выложим в форму. У меня также форма подготовленная уже заранее, керамическая. Она у меня 22 сантиметра. Можете использовать и 23 сантиметра по желанию. На дно я выстелила пергаментную бумагу. Единственное, только желательно пергамент вырезать либо ровно по дну формы, либо немножко завышенными бортиками, так, чтобы полностью перекрыла вашу форму. Выкладываем массу, разравниваем лопаточкой, и основа у нас уже готова. Осталось приготовить только бисквитную массу. Для бисквита нам понадобятся яйца. Разбиваем их в миску. Готовится этот пирог буквально из 2 яиц. Очень легко и просто. По желанию можете удвоить количество ингредиентов и приготовить более пышный и большой пирог. Взбивать в данном рецепте ничего не нужно, достаточно просто все смешать. Яйца, сахарный песок, щепотка соли, растительное масло, молоко. Также добавляем жирную сметану, у меня 25%. Смешиваю миксером до однородности буквально пару минут. Взбивать до пышности и до бела ничего не нужно. В конце добавляем сухие ингредиенты, как мука пшеничная. У меня высшего сорта, обязательно заранее просеиваю. Добавляю разрыхлитель, соду. По желанию также можете добавить ванилин и смешиваем миксером сперва вот таким образом, чтобы у нас мука не рассыпалась по поверхности. И также затем взбиваем еще буквально пару минут до однородности. Главное, чтобы не было комочков и масса получилась однородная. Вот такое жидкое тесто у нас получилось. Оно у нас готово. И сейчас выкладываем в форму, полностью перекрываем нашу ореховую основу. И затем отправляем выпекаться пирог в хорошо разогретую духовку. Я уже перед началом, как начинаю готовить пирог, обязательно включаю духовку, так как он готовится очень быстро. И выпекаем его при 170 градусах 45-50 минут. Обязательно смотрите по особенностям вашей духовки. Готовность проверяйте с помощью шпажки, она должна быть сухая. Даем пирогу полностью остыть. Это сделать очень тяжело, потому что он очень ароматный и вкусно пахнет, и тяжело удержаться. Но тем не менее, выдержите буквально 15-20 минут. После выкладываем на сервировочную тарелку, освобождаем от пергамента и можно подавать на стол. Пирог получается очень вкусный, ароматный, сытный. Обязательно его приготовьте. Уверена, что ваша семья по достоинству его оценит. Если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите в комментариях, как получается у вас. Буду очень рада обратной связи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового рецепта. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Жду вас в следующих видео. Пока-пока!